Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Напоминаю вам, что на главной странице канала вы можете увидеть плейлисты. В плейлистах собраны небольшие коллекции узорчиков. Так что заглядывайте, смотрите, гуляйте, сохраняйте себе. Я сегодня к вам вот с такими вот ниточками, с новым узорчиком. Напоминаю вам, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Самое главное, правильно подобрать крючок. Ну, а я, в свою очередь, рассказываю о ниточках, с которыми буду сегодня работать. Называются один моточек у меня Alize Шекерим Baby 100 грамм. Смотрите, получается, в 100 граммах 320 метров находится. По составу это стопроцентный акрил, и нам советуют брать крючок, ну, вот такой вот 3,2, то есть 3-3,5, да? Цвет, кому если понравился, цвет 188. Мне кажется, он передается более темнее, на самом деле он светленький, ну точно такой же нежно-нежно-мятный цвет. И второй моточек, смотрите, Yarn Art Baby. Это тоже акрил стопроцентный, моточки небольшие, 50 грамм 150 метров, получается в 100 граммах 300 метров. Ну а здесь 320, поняли, да, разница небольшая. И нам здесь советует производитель, берите крючок 3,5 миллиметра. Ну, в общем, мы так и сделаем. Мы возьмем крючок 3,5 миллиметра, так как советует производитель. Плюс я вязала данную пряжу данным крючком, у меня все получилось. Вы точно так же изучаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок согласно вашей плотности вязания и рекомендациям, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я наберу 6 раппортов. Это получается 30 воздушных петелек и одну воздушную петельку, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я буду набирать 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот, мой будущий образец. Далее смотрите, как и у многих узорчиков, давайте сделаем вспомогательный ряд, особенно новички. Чтобы не запутаться в воздушных петельках, мы сделаем ряд столбиками с накидом. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. Это наш столбик с накидом. Угу. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же нырнули и провязали столбик с накидом. Итак, мы шагаем в каждую петельку цепочки, провязываем столбики с накидом, сами себя контролируем. Получается, количество столбиков должно быть равно количеству петелек в цепочке. То есть в моем случае я набирала 31 воздушную петельку, значит должен получиться 31 столбик с накидом. Несложно, да? Смотрите, первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, они считаются за столбик с накидом. Имитация столбика. Тоже считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Угу. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько приступаем к нашему узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. Сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик с накидом. Есть. Далее накид. И в следующий столбик мы провязываем столбик с накидом. Далее делаем накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик провязываем столбик с накидом. Далее смотрите накид. И вот в этот следующий столбик провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2, сюда же 3. И накид в следующий столбик провязываем столбик с накидом. У нас по итогу получается вот такие вот 5 столбиков. Понятно? То есть один столбик провязали, 3 столбика и 1. В самом начале, получается, нашего ряда мы здесь провязали половинку из 3 столбиков. Да? То есть раз, два. Все. И дальше повторение. Опять накид, пропускаем 2 столбика. Раз, два.
В третий столбик провязываем 1 столбик с накидом. В следующий столбик провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3. И в следующий столбик 1 столбик провязали. Понятно? То есть вот так вот и шагаем. По 5 столбиков провязываем. Угу. До конца ряда. Вообще не сложно, да? Давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца нашего ряда. Как мы заканчиваем ряд? Получается, у нас будет половинка, ну, назовем его веерочек, да, половинка веерочка. Первый столбик, так, а потом у нас 3 петельки подъема, так, и мы в третью петельку подъема ныряем и провязываем 2 столбика. То есть точно так же, как мы с вами начинали ряд. Раз, и сюда же опять второй столбик. Все, на этом вот наш ряд закончен. Теперь смотрите, делаем вот так вот воздушную петельку, подтягиваем ее и оставляем. Потому что сейчас я буду переключаться на новый цвет, а по узорчику у меня каждый ряд будет новым цветом. И поэтому у меня будут идти рядочки друг за дружком. Итак, я возьму беленькую ниточку, вы можете брать любую другую, какую хотите. Вначале я сделаю вот так вот петельку фиксации, чтобы моя ниточка-петелька никуда не делась. Теперь я присоединяюсь к самому началу ряда. Так, помните, здесь делали 3 петельки подъема. К третьей петельке присоединилась аккуратненько. Смотрите, захватываю беленькую ниточку и провязываю как соединительную петельку. Взяла ниточку, раз, через зелененькую петельку и раз, через беленькую. Все, присоединилась. Далее по узорчику воздушная петелька и сюда же столбик без накида. В верхушку следующего столбика нырнули, провязали столбик без накида. Смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И теперь смотрите, вот у нас получается заканчивается половинка веерочка, да, столбик. И начинается следующий веерочек, столбик. Так вот мы их пропускаем, не провязываем. Со второго начинаем. Столбик без накида. Раз. А теперь смотрите, накид делаем. И вот наш следующий столбик, центральный, третий, да. Вот таким вот образом его захватываем. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. И провязываем по 2 петельки. У нас получается рельефный лицевой столбик с накидом. Угу. Идем дальше. Следующий столбик провязываем просто обычным столбиком без накида. Дальше 3 петельки воздушные. Раз, два, 3. И опять получается мы с вами пропускаем столбик последний нашего веерочка и первый столбик следующего веерочка. Начинаем со второго. Столбик без накида. Накид, опускаемся, получается, провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Столбик перед крючком, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. И опять следующий столбик провязываем столбик без накида. Все. И так далее. Опять 3 воздушные петельки. И опять перепрыгнули к следующему веерочку, ко второму столбику. Понятно? И вот так вот шагаете, идете до конца ряда. Вообще не сложно. Угу. Давайте, в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. И заканчиваем мы ряд, смотрите. Во второй столбик провязываем столбик без накида. И в третий столбик, смотрите, вот так вот вытягиваем ниточку. Да, должны провязать столбик без накида. И последние 2 петельки, вот мы захватываем зелененькую ниточку. И зелененькой вот этой петелькой будем провязывать последние 2 петельки. Столбик формируем. Оп, понятно? И мы, получается, переключились на зеленую ниточку. Беленькую мы оставляем, зелененькой вяжем. 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Теперь смотрите, накид. И мы вот в эту арочку из 3 воздушных петелек ныряем сюда и провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. Раз столбик с накидом. Сюда же 2 столбика с накидом. Сюда же 3 столбика с накидом. Сюда же 4 и 5. Вот, как только мы наши 5 столбиков провязали, вот такой вот веерочек, мы перепрыгиваем наши беленькие столбики в следующую арочку, сразу же накид, и в следующую арочку провязываем по 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же 2, 2, сюда же 3, 4, 5. Угу. То
То есть, если внимательно посмотрите, мы будем с вами повторять полностью первый наш ряд, просто он у нас сместился в шахматном порядке. И все. И дальше опять накид, и в следующую арочку начали вязать 5 столбиков с накидом. Не сложно? Не сложно. Давайте по арочкам вот так вот шагаете, провязываете по 5 столбиков с накидом, формируйте веерочки, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Не сложно? Не сложно. У вас получится. Так, смотрите, вот такая красота у нас по итогу получается. И как мы заканчиваем ряд? После последнего нашего веерочка делаем накид и переключаемся вот на беленький последний столбик без накида и провязываем в него столбик с накидом. И точно так же вот так вот петельку делаем, подтягиваем и отпускаем зелененькую ниточку, переключаемся на белую. Итак, аккуратненько, тихонько, чтобы у нас край не зажулькался, сильно ее, получается, мы не тянем. Вот у нас 3 петельки подъема, к третьей петельке присоединились. Вот таким вот образом вытянули ниточку. Так, и теперь смотрите, провязываем воздушную петельку и сюда же нырнули, провязали столбик без накида. Теперь 2 воздушные петельки делаем. Раз, два. Первый столбик, помните, да, пропускаем. Второй столбик провязываем столбиком без накида. Чтобы сохранить нашу рельефность, следующий столбик, получается, мы должны будем провязывать рельефным столбиком, но в данном случае, да, чтобы у нас рельеф был все время на одной стороне, мы будем провязывать рельефный изнаночный столбик. Накид. Вот наш третий столбик. Мы заходим вот таким вот образом, что столбик у нас находится за крючком. Угу. Вытягиваем ниточку, так, и провязываем, как обычный столбик, по 2 петельки. 2, 2. То есть мы видим с этой стороны вот такую картину, да, вот такая горизонтальная полосочка. А с другой стороны у нас будет полноценный рельефный столбик. Идем дальше. Следующий столбик, веерочка, 4, провязываем столбиком без накида. Далее переключаемся на следующий веерочек. То есть последний мы не трогаем. Помните, да? 3 воздушные петельки. Первый столбик следующего веерочка пропускаем. Начинаем со второго. Столбик без накида. Накид. Захватываем спереди назад. Получается столбик за крючком. Вытягиваем ниточку. Провязываем по 2 петельки. Рельефный лицевой. Да, у нас с той стороны получается. Здесь у нас выглядит как рельефный изнаночный. И 4 столбик. Столбик без накида. Вот такая картина с этой стороны. Вот такая картина с этой стороны. То есть повторяется вот именно такая же. Угу. Все. И вот так вот шагаем до конца ряда. Совсем не сложно. Раз, два, три. И опять переключились на следующий веерочек. Угу. Все. Давайте до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите. Вот наш белый ряд. Практически готов. Смотрите, как мы заканчиваем ряд. Вот мы провязали наши 3 столбика, да, столбик без накида, рельефный изнаночный столбик с накидом, столбик без накида. 2 воздушные петельки. И переключаемся вот на наш столбик последний с накидом предыдущего ряда. Нырнули, вытянули ниточку и должны провязать как столбик без накида, но берем ниточку зелененькую опять. И просто вот так вот берем и протягиваем через 2 петельки беленькие, все. И столбик без накида готов, да, и получается мы переключились на новую ниточку. А далее будем провязывать точно так же, как мы провязывали в самом первом ряду. 3 петельки подъема, раз, два, три, поворот, накид. Сюда же, получается, мы с вами ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Накид. Смотрите, теперь получается мы с вами ныряем вот в нашу арочку и провязываем еще один столбик с накидом. Вот такое у нас начало ряда. Далее переключаемся сразу же в следующую арочку и в следующую арочку провязываем 5 столбиков с накидом. Наш веерочек. Раз, два, три, 4 и 5. Понятно, да? Вот наш самый-самый первый ряд. Все. И вы, получается, повторяете первый ряд. Затем точно так же переключаетесь на беленькую ниточку, провязываете беленькой ниточкой столбики. Потом опять возвращаетесь в шахматном порядке, провязываете третий ряд узорчика и за ним опять провязываете такой же самый ряд, опять же в шахматном порядке, беленькой ниточкой. Вообще ничего сложного. То есть сам по себе узорчик это 2 ряда, но единственное, что мы будем повторять эти 2 ряда в шахматном порядке. Получается вертикальный раппорт узора 4 рядочка. Раз, два, три, 4. Опять раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4.
и так далее до нужного размера образца. Для тех, кто разбирается в схемках, я схемку сюда приложу. Так, схемка, в принципе, простая и очень читабельная. Кто не разбирается, обязательно посмотрите. Мы с вами уже все элементы прошли. Просто посмотрите, как отмечаются на схемке. Схемка, конечно, упрощенного варианта, но в любом случае вы поймете, где что отмечено. Итак, увеличиваем наш образец в несколько рядочков и встречаемся через несколько рядочков. Так, девчата, ребята, смотрите, вот что по итогу получается. Да? Вроде как бы обычно, но в то же время немножко необычно. Кто просил самые легкие узорчики для пледиков, пожалуйста, ловите. Возможно, будут кофточки, возможно, будут жилеточки, да. Цветовая палитра может быть любая, да. Вот так вот в моем случае тянется из моих ниточек. Вяжите из любых ниточек, смотрите, что в итоге получается. Рельефные столбики вроде как бы такие несложные, но какую-то интересную изюминку придают. Изнаночка. Все четко, ровненько, аккуратненько. Лицевая сторона. Пробуйте, вяжите из тоненьких ниточек, это будут летние вещи, из демисезонных ниточек это будут демисезонные вещи, да, шарфики, снудики, накидочки, палантинчики, из любого состава вяжите. Если это будет толстая ниточка, то, естественно, это будет снуд, да, это будет интересный кардиган, это будет интересная кофточка. И вроде как бы веерочки, да, и вроде как бы такие вот интересные рельефные столбики. И вроде все так понятно, в то же время какая-то изюминка есть, да? Вот, и несложно, да? Новички, девчата, ребята, кто просил несложный узорчик, обязательно сохраните себе в копилочку и попробуйте свяжите. Давайте замерим, сколько у меня сегодня получился образец. Я набирала 31 воздушную петельку. Если моя же пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, смотрите, аж 18 сантиметров получается. И тут у нас раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 провязала. И первый наборный ряд 12. Вяжется совершенно легко, просто и понятно. Смотрите, 12 сантиметров. Каждый ряд это сантиметр. Здорово? Здорово. Если у вас такая же плотность вязания, то вы спокойно можете себе уже рассчитать пропорционально, да, на какое-либо изделие, сколько понадобится ниточек и какие, получается, у вас получится количество петель, количество рядочков и так далее. Как вам? Не сложно? Совсем не сложно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.